Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня тема нашего ролика – это прогулочная коляска. Суть в том, что мы все являемся, и возможно вы будете планировать покупку коляски. И в этом видео я хочу показать главные аспекты при выборе коляски. Ну и соответственно показать, с чем я столкнулся со своей супругой при пользовании прогулочной коляской. Показываю багажник своего автомобиля. Автомобиль Б-класса с небольшим багажником, и в багажник помещается полностью в разложенном виде коляска Тутис 3 в 1. И эта коляска катастрофически занимает очень много места. И когда ваш ребенок подрастает, многие покупают прогулочную коляску, чтобы она была менее габаритная. Но есть отличный вариант. Пойдемте я вам покажу. Вот такая складная компактная коляска от компании Carella. Модель называется Alpha 2023. Она компактно может поместиться даже вот в этом пространстве у переднего пассажира, если вы, конечно, ездите вдвоем. Вытаскиваем коляску. Коляска весит 9 килограмм. И сейчас я более подробно покажу все, как ей пользоваться. Давайте обратим внимание, здесь есть рычажок открытия, фиксации коляски. И с помощью одного нажатия вы можете раскрыть данную коляску, зафиксировать основание, разложить спинку. В данной коляске используется гипоаллергенный пластик и есть перфорация для вентиляции. Это очень удобно для летней эксплуатации коляски. И коляска может фиксироваться в 3 положениях. Есть лежачее положение для ребеночка. Также есть перекладина с возможностью фиксации паховой области и открытия сбоку, с 2 сторон. Бампер из эко-кожи можно полностью даже вытащить, если он в данный момент не нужен, либо обратно зафиксировать. И очень здорово, что производитель предоставляет несколько решений для более комфортного использования. 5-точечные ремни с светоотражателями добавит дополнительной безопасности вашему малышу. Эта коляска является обновленной. Ранее была Carella Alpha 2022 года. И покажу сейчас изменения, которые обновились в этой коляске. Первое из изменений. Теперь блок может регулироваться по высоте. Ваш ребенок растет, и коляска растет вместе с ним. Также в предыдущей коляске использовался ограничитель ног. Но в новой обновленной коляске его убрали, потому что ребенок растет. Коляска рассчитана на 22 килограмма и детей до 3 лет. И теперь детям будет очень комфортно использовать вот этот порожек. Он также регулируемый в 3 положениях. И под любого ребенка его можно отрегулировать. В Carella Alpha 2023 модельного года используются обновленные резиновые колеса. Колеса стали передние 18 сантиметров, а задние 23 сантиметра. Увеличилось шасси до 53 сантиметров по сравнению с предыдущим поколением. Также у нас есть телескопическая ручка из кожи, которую вы можете отрегулировать под рост родителей в разном положении, кому как будет удобнее. Это очень удобно в эксплуатации. Также вы можете увидеть отсек, в котором можно хранить дополнительные игрушки, все прочее. Ну, допустим, у нас лежит эта москитная сетка, накидка для ног ребенка и чехол-дождевик также идет в комплекте с этой коляской. Все это идет в комплекте. И самое интересное, что погрузочный блок выдерживает до 3 килограмм, но наш сынишка решил даже сразу, когда увидел эту коляску, залезть в него. Вот этот блок выдерживает даже 8,5 килограмм веса ребенка. Также стоят усиленные каркасы, и ничего там не провисает. Это необычная ткань, она имеет твердые основания для перевозки каких-либо вещей. Поэтому производитель пристраховался, что нагрузка до 3 килограмм, но на самом деле на практике она выдерживает намного больше. Самый плюс этой коляски, что она имеет реверсивный блок. Не во всех колясках есть такая функция. И благодаря этой функции вам будет более комфортно в эксплуатации с коляской. Потому что дети иногда очень любят ехать лицом к маме. Ткань используется водоотталкивающая и есть защита от ультрафиолетовых лучей. Также саму
подкладку можно отстегнуть. Здесь есть дополнительная молния. И вот здесь мы можем увидеть как раз вентиляционную часть каркаса для удобства вашего малыша. И самое классное, что капюшон имеет 3 фиксации, но также вы можете его расширить с помощью этой молнии и закрыть полностью малыша. Также, друзья, хочу обратить внимание на дополнительный лючок, чтобы вы всегда могли наблюдать за своим ребеночком. Также есть дополнительные светоотражающие элементы на самом капюшоне, на ремнях безопасности, на нижней части подножки и на боковых элементах нижнего органайзера. А теперь, друзья, я предлагаю сравнить эту коляску Carella Alpha 2023 модельного года с нашей коляской Tutis Uno 3+. Давайте мы это с вами сделаем. Коляска чуть-чуть потяжелее, но габариты у нее катастрофически большие. Давайте мы сравним эти две коляски. И сейчас вы можете наглядно убедиться, насколько они отличаются по габаритам. Когда покупаете коляску, не забывайте о габаритах. Если у вас маленькие габариты лифта и есть проблема с открытием дверей, как вот, допустим, у нас, вы можете увидеть, что колеса по бокам не могут пройти, и нам приходится дополнительно раздвигать в ручном режиме двери. Также обратите внимание на механизм складывания ручки, чтобы ручка складывалась и занимала мало места. В случае с Carella Alpha 2023 тут проблем нету. И коляска полностью помещается в лифт, и ручку вы также можете отрегулировать, чтобы вам было удобно разместиться вместе с коляской в маленьком малогабаритном лифте. Уникальность этих колясок в том, что они могут идти 3 в одном. У меня сейчас показано в одном исполнении в виде прогулочки. В Tutis у нас используется в коляске 3 в одном. Здесь также можно докупить, либо купить такое же решение 3 в одном. И стоимость будет в 2 раза дешевле, а может быть даже чуть больше, в пользу Carella Alpha. И сейчас я покажу основные моменты. Здесь мы видим тканевый органайзер, так же как и здесь. Тут менее большой объем, но здесь открытая корзина и используется магнитное закрытие. Тут это действительно более комфортно для эксплуатации. Колеса и колесная база у Tutis намного больше. Соответственно, вам придется использовать больше пространства в автомобиле, либо при хранении этих колясок. И хочу обратить внимание на тормоз. У обоих колясок используется ножной тормоз, но часто, когда ты гуляешь с Tutis, вот в моем случае, у меня 45 размер ноги, я задеваю этот фиксатор. Это не очень удобно. Здесь у меня еще не было ни разу такого, чтобы я задевал. Тут более продуманный тормоз. И также дополнительный плюс, что сам механизм тормоза, здесь используется скрытый механизм тормоза, а здесь открытый. Вот вы можете его здесь увидеть. С нашими реагентами его надо постоянно чистить и ухаживать за ним, потому что образуется коррозия. Это неудобно в Tutis, в Carella это продумали, и это большой плюс. Также в обоих колясках есть амортизация, только в Carella Alpha есть амортизация на все 4 колеса. В Tutis это только на заднюю ось, но так как эта коляска немножко другого уровня в плане габаритов, то здесь амортизация, конечно, будет ход побольше, так как здесь есть открытая часть амортизаторов. Здесь они скрытые, вот расположены в этих частях. Из-за того, что открытый механизм, также зимой реагенты на них воздействуют и начинается коррозия, чего здесь не будет. Поэтому у Carella есть основные плюсы. В Carella Alpha 2023 используются бескамерные резиновые колеса, и проколоть вы их не сможете. Но в Tutis, в принципе, точно так же, но я напомню, цена в Tutis намного выше. И что мне крайне не понравилось в Tutis Uno 3+, это механизм и складывания, и разбора. Объясняю. Коляски год, и вот эти механизмы, они начинают постоянно закисать, хоть я их смазываю постоянно, и вообще я ухаживаю за коляской. Но
не всегда получается снять колеса и зафиксировать. Вот сейчас я снял колесо, а зафиксировать я его не могу. Попадает грязь при эксплуатации и очень неудобно. Здесь же такой ситуации нету. Здесь более продуманный механизм. Здесь есть маленький рычажок, который вы тянете от себя и вытаскиваете колесо. Обязательно смазывайте обе коляски, вообще любые коляски с силиконовой смазкой. Дополнительных колясок никаких не нужно. Но здесь механизм намного проще, и закисать здесь ничего не будет. Но все равно на всякий случай лучше смазывать. Также, друзья, сейчас хочу показать переднюю ось. Колеса у меня сейчас зафиксированы. В обоих колясках можно их разблокировать. Здесь мы делаем нажатие вниз вот этих фиксаторов, которые расположены сбоку. И колеса у нас расфиксированы. Имеют возможность поворота в 360 градусов. И самое интересное, что из самых компактных колясок, которые есть в ценовом диапазоне до 30 тысяч рублей, эти колеса одни из самых больших. Колеса в Carella Alpha имеют свободный ход в положении 360 градусов, и можно их, конечно же, зафиксировать. Просто одним нажатием на фиксаторы с двух сторон фиксируем колеса, и они у нас будут двигаться только в прямом направлении. Колеса передней оси также имеют амортизацию. Амортизаторы скрытого типа. Здесь вы можете увидеть две пружины, и они располагаются в верхней части и недоступны для попадания реагентов. И самый легкий способ, чтобы снять колеса на передней оси. Вы просто зажимаете этот фиксатор, не забывайте его смазывать, особенно на зимний период, и с легкостью вы фиксируете свое колесо. Но если вы хотите городской удобной эксплуатации, то вы убираете фиксаторы и начинаете использовать вот в таком положении для более удобной маневренности. На основании можно снять органайзер, он у нас держится на замочке, и основание самой коляски сделано из легкого алюминия. Итак, друзья, в этом видео я для вас показал основные плюсы и достоинства данной коляски Carella Alpha 2023 модельного года, обновленной, по сравнению даже с более брендовыми дорогими колясками. И это очень действительно радует за такую стоимость. А напомню, стоимость вы можете увидеть данной коляски по ссылке в описании. Что же мы получаем в итоге? Крутую ручку с регулировкой, возможность регулировки блока по высоте и по наклону в трех положениях, и замечательную безопасность и удобство пользования для самого малыша. А сейчас я хочу для вас показать, как складывается данное чудо-коляска. Я фиксирую передние колеса, и одним нажатием на ручке я складываю данную коляску. Коляска у нас сложилась и очень компактно используется в закрытом механизме. И даже в таком состоянии она имеет плюсы. Когда вы ставите коляску снизу, нижняя часть у вас не будет пачкаться из-за того, что снизу стоят колеса, и нижнее основание у вас не будет пачкаться. С помощью регулируемой ручки вы можете зафиксировать ее и транспортировать коляску до нужного вам места и с компактностью разместить в вашем автомобиле. И вот посмотрите, сколько она занимает место. И, друзья, я считаю эту коляску действительно самой компактной среди всего, что есть в продаже, с бюджетом как минимум до 30 тысяч рублей. Друзья, я вам показал более подробный обзор данной коляски Carella Alpha 2023 модельного года. В ссылочке в описании вы сможете более подробно посмотреть на эту коляску. И не забывайте, что действительно за небольшие суммы денег вы можете приобрести даже замечательную компактную коляску и с возможностью установки на нее люльки и основного блока коляски для младенцев. И сравнение опять же с тем же самым тутисом. Для того, чтобы сложить тутис, приходится намного сложнее. Две руки вы используете, нажимаете два рычажка, и вот так он у нас складывается, но не особо компактно. И вот наглядно вы можете увидеть то, что компания Carella смогла правильно продумать все механизмы, смогли сделать замечательную компактную коляску, которая не пачкает сама себя, что я не могу сказать про тутис
вы можете увидеть, что колеса всегда пачкают у нас нижнее основание органайзера. Но иногда даже бывает, в принципе, если мы с другими блоками используем, то и также колеса будут пачкать и другие части. Эта коляска стоит в 2 раза, а то и чуть даже дороже, чем Карелла. Но и в целом, это, я считаю, одна из самых лучших прогулочных колясок на данный момент на рынке. И, друзья, надеюсь, мой обзор был полезен для вас. Я показал самые важные аспекты при выборе коляски. Всем огромное спасибо за внимание. Все ссылочки будут в описании. Удачи вам, здоровья и пока.